Всем привет, мои дорогие друзья! И мы начинаем наш обзор на футбольный симулятор eFootball 22. Или его еще называют PES 22, который вышел 30 сентября 2021 года. А вот эти все режимы, которые сейчас мы видим, да, неактивны, у нас только один режим активный, эти режимы неактивные. Они тоже, говорят разработчики, будут, но в ноябре месяце 2021 года. То есть через 2 месяца, приблизительно 1,5-2 месяца, как вышла демо эта версия, так сказать. И каждый режим как доп. Пакет будет идти, и он будет платным. В данный момент у нас есть два режима. Это автономный и сетевой. Так, друзья, давайте пробежимся быстренько по дополнительным настройкам. Давайте зайдем в параметры игры, посмотрим, что у нас здесь. Так, экран матча, отображение радара есть внизу, полупрозрачный выключить. Имена игроков также можно включить-выключить. Уровень атаки, защиты также можно включить-выключить. Об уровне атаки, защиты также можно включить-выключить. Поменять цвет формы можно дома. И поменять цвет формы на выезде. Так, индикатор силы можно включить-выключить. Отображение курсора включить-выключить. Индикатор выносливости включить-выключить. Я считаю, он должен быть включен, чтобы видно игрока было, насколько он потерял силы. Время и счет. Показывать имена игроков соперников. И подсказки при стандартах. И подсказки по празднованию гола. Как бы. Ну, это такое. Можно включить, можно выключить. Можно также настроить яркость и контраст. Так, контроллер, звук. Здесь у нас звуки. Вот я поставил пользовательские. Комментарии на 7, стадион на 7 и так далее, да, музыку отключил. Так, языки. Здесь язык комментариев у нас можно, сейчас стоит английский, можно, русского нету, английский, французский и все. И какой-то еще тут арабские загогульки какие-то. Все. Язык комментариев, язык текста у нас стоит русский. Так, по камере со стадионами. Я выбрал себе камеру стадион, но можно выбрать и любую другую камеру. Вы здесь можете поклацать. По умолчанию стоит дуэль, я поставил себе стадион. Так, автономный кооп можно выбрать. Так же самое был дуэль, я поставил себе стадион. Вы можете выбрать, как я говорил ранее, любую другую камеру. И стадион, сетевой режим был также дуэль, я поставил себе стадион. Вы можете выбрать абсолютно любой другой. Так, также тренировки вы можете пройти. Я сейчас это показывать не буду. Давайте посмотрим справку. Это справка в управлении атака. Что здесь можно? Вот кнопки показано. Пас низом, пас навесом, в разрез низом, в разрез верхом. Да? Там в защиту можно посмотреть. Как я говорил. Стандартное положение. И основные команды. Стратегию можно выбрать, да, то есть при переключении, когда вы будете переключаться. Все. Как играть, кстати, вот еще есть тоже параметры. Так, справки кратко, да. Ну все. Погнали играть. Так, выбираем матч. Играем дома. Так,
Выберем, давайте Ювентус выберем. Пускай против Барселоны. Так, давайте зайдем на параметр стадион. Выберем стадион. У них стоит свой какой-то. Мы выберем на eFootball. Время вечер. Сезон лето, соответственно, погода. Кроме ясно, ну, ничего нету, но мы ясно выбираем. Трава есть обычная, высокая. Давайте обычную выберем. И состояние поля, ну, обычно зачем нам мокрое, правильно? Так, стартовый состав у нас идет. Можно выбрать, кстати, тактику. Давайте выберем тактику. В данный момент по умолчанию контроль мяча, но есть еще контратака, быстрая атака, длинный пас и по всему полю. Я думаю, давайте выберем длинный пас. Все, готово. Возвращаемся на поле. Так, к матчу переходим. Начинается наш матч. Welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. Болельщиков. То есть, если можете отмотать назад и посмотреть. Ну так вроде бы как бы сейчас как бы более-менее нормально. Все, игроки выходят на поле и разыгрывают мяч. Комментировать я не буду. Well, under normal circumstances, this is a massive matchup, and I'm not totally in agreement with the view that friendlies tend to take the edge away. In my experience, if the opposition go at it full tilt, then you have to reciprocate. We'd like to see excitement and be entertained, but if it does go down the serious route, there'll still be lots to enjoy. One from a top-level keeper. De Jong! And he nearly went all the way. Well, the balance and close control on his run was really sweet. The finish left a sour taste. Rabiot. Locatelli. So nothing between them in 90 minutes, and we are in for extra time. Yeah, neither side has anything to show for some splendid effort, and they certainly aren't showing any signs of easing off, so we remain optimistic. So a brief breather, and then extra time. Shifted upfield. Oh, good interception. This could fall anywhere. Can he finish? Oh, what about that? Save the best for last. And that's it. That was always inevitable. Ha segnato al 7° minuto dei supplementari numero 18. This really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? Chance! It's in! They have hauled themselves right back into it. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, I think that defence there thought they were in good position and they had him where they wanted, yet somehow he's worked the scoring position when it didn't see him on. It's really crafty business, that.
And it didn't take him long. 10. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here is not the norm. Signore e signori, 120 minutes of action have taken their toll, but have proved inconclusive, and now this is it. Boy, you can feel the tension. So, the first penalty. And he's found the net. Well, he strolled up and struck that with great confidence. That's a superb spot kick. Saved! Keeper's done brilliantly. Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. Juventus can go 2 ahead. Oh, he's blazed it over the bar. It's brain freeze, I think. That was wild. Jordi Alba is second man up. Denied by the crossbar. Oh, we're talking inches. Such are the fine margins. Juventus with this chance to pull 2 clear. No, it's been saved. He was so focused there. Fantastic save. The third man in the queue. Oh, he's missed it, he's hit the post. Oh, I feel for him. It looked like placement precision. This to double their advantage. Good penalty, just steered it the other way. And that doubles their lead. Barcelona must score to keep their hopes alive. Saved it! And that's that! Shootout winners. It is such a compelling way to win, compelling and cruel, but they were so composed under pressure, and that was the difference. Well, there's really nothing quite like the excitement of a penalty shootout, and they'll be absolutely delighted to avenge it their way. Alcune indicazioni da parte delle forze dell'ordine. Так, друзья, в автономном режиме мы сыграли. Давайте теперь проверим, смотрим соревнования. Оно опять же вкратце. Итак, партнер клуб. Соревнования и испытания. Участвовать. Закончится через 10 дней 7 часов на данный момент. У меня показывает. Так, участвовать. Выберите любой любимый клуб и приведите его на вершину. Награда у нас 10 тысяч. Я согласен участвовать. Так, выберите команду. У нас тут получается 12 команд, насколько я сейчас вижу. Не 9, а в сети 12 команд. Выбрать. А давайте, знаете, за Зенит сыграем. Просто давайте за Зенит. Питерский Зенит. Почему нельзя? Видите, поменять, кстати, команду нельзя будет. Потом на будущее было написано. Так, одержите любую одну победу из 3 матчей. То есть с тем, с кем мы будем играть, мы должны одержать победу. Первый раз мы играем. Так, мы за Зенит. И сейчас идет, выполняется поиск соперника. Соперник находится. Итак, друзья, соперник на 1.
Так как я Италию выбрал, по-любому будет играть итальянец. Итак, давайте посмотрим параметры. В игровом процессе здесь ничего нельзя менять. Экран матча так же самое я смотрю, как и в автономном режиме. По регламенту так само ничего не менять, но длительность матча уже не 5 стоит, а 10. Дополнительное время включено. Пенальти включено. Максимальное число замен 3 и мяч ихный, так сказать, футбола. Так, наш стартовый состав. Показывают, игроки разминаются. Соперник настраивает свои параметры. Так, выход на поле, так понимаю. To which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely picture perfect for a game of this nature. Well, as you can see, we've already started here. Но вот здесь как бы... Да, вот мне кажется, как бы даже графика лучше, чем в автономном режиме, если так присмотреть. Те самые лаги, баги все равно здесь присутствуют. Итак, друзья, сыграли мы и по сети. Игрок просто вышел автономно, и игра закончилась, да, в нашу пользу. Вот так вот. Так, друзья, сыграли мы по сети в двух режимах, в автономном и сетевом. И давайте теперь подведем, так сказать, итоги. Итак, итоги такие. Прошлая PES, конечно, была не идеальной, но на фоне этого это небо и земля. Но если сравнивать FIFA 22, к примеру, и включить этот футбол, буду так говорить, 2022, то я просто в ужасе. Ну реально, друзья, я в ужасе. Я лучше перекрещусь и забуду, и как страшный сон, эту игру я больше играть не буду в нее. Я вам честно говорю, честно. Я считаю, что в эту игру просто невыносимо играть. Вот реально, невыносимо играть. Я посидел часов 5 в нее, часа полтора. Вот это максимум, да, что по сетке играл и в автономном режиме играл. Где-то всего вышло 1,5 часа общего времени. Ну, я ужаснулся. Реально я ужаснулся. Качество просто ужасно. Я не знаю, можно сравнить. Мне такое впечатление, что я попал в начале 2000-х годов. То есть вот так вот, понимаете? То есть графики нету. Просто ужас. Ладно, все, я сказал, это личное мое мнение, у каждого свое мнение. Давайте плюсы и минусы выделим в этой игре. Просто плюсы и минусы. Да, а вдруг плюсы перебьют? Да, вот я как бы так взял себе столбик, выделил их. Итак, здесь появились по сравнению с PES, да, 21, появились новые катсцены. Второе, это плюс, то, что мне понравилось, я имею в виду, да. Второго из позитивного. Нет разрыва после ухода матча в аут. То есть все происходит как в реальном времени, как в настоящем футболе. Правильно? Третье, что можно отметить. Ручная защита мяча корпусом. То есть кнопка L2 называется здесь. Мяча корпусом можно выставлять. То есть корпус выставляешь и все. Это я делал в игре. Ну и
что самое главное, да, это в позитиве в этом. Самое главное, это то, что она бесплатна. Ну, как бы условно бесплатная, да. Вот это именно режим бесплатный, а потом, говорят, в ноябре, я повторюсь, будут платные режимы. Там моя карьера или что-то, я не помню, моя команда. Вот. Вот так вот. Ну и все. И позитивчик закончился на этом. А теперь минусы. Впереди у нас. Минусы какие у нас? Графика и анимация. Все, это уже один большой минус, который можно на игру положить, сделать. Как это мое, опять же, мнение, друзья, мое. Физика мяча, сами видели. Ну, ужасная, просто ужасная физика мяча. Ну. Еще один момент. Вот, что еще один момент. Это отсутствие настроек управления и расширения, как в FIFA 22, к примеру. Интерфейс это вообще какой-то кислота, кислотный какой-то, кислотные какие-то цвета. То есть глаза просто выедают, реально. Вот этот цвет ихний насыщенный, он просто реально выедает глаза. Ну и все. Все, друзья. Больше здесь ничего нету. Вот. Я еще раз повторяю. Один большой плюс, то что она бесплатная. Или как итальянцы говорят, гратис. Все. Не более того. И вот после этого всего, друзья, после этого всего, как вы думаете, будут ли игроки покупать боты через 2 месяца? То, что они увидели сначала в демке, да, ужаснулись. И они задумаются, я думаю, о доп. Пакетах, дополнительных пакетов, которые они предлагают в покупку. Не знаю, конечно, какие их цены будут, посмотрим. Будут ли они покупать, друзья? Вот после того, что мы увидели, какая это игра, какая графика и все остальное, напишите, пожалуйста, в комментариях, будут ли они покупать эти пакеты. Ваше мнение, просто напишите в комментариях, пожалуйста, ваше мнение. Все, друзья, всем спасибо за внимание, всем спасибо, кто смотрел, кто досмотрел до конца. Еще раз всем спасибо. И пока-пока, до новых встреч.